Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую в основных пространствах нейроведьмы. Такая, знаете, снова, наверное, хайповая тема, но хайповая в том плане, что нам же всегда очень интересно, да, что же о нас думает, и уж тем более, что там думает близкий человек. И понятно, что видео на эту тему большое количество на просторах YouTube, но я как бы, да, грешна, тоже могу признаться, что периодически, когда тебе вообще непонятно, да, как человек проявляется, вообще чего ждать и прочее, да, ты периодически просишь помощи у пространства, чтобы себе что-либо подсветили. И, соответственно, бывает рекомендованы, бывает просто случайно в ленте, да, попадаются, соответственно, таро. Понятно, что это предположение, понятно, что это просто считка информации рандомная из пространства. Но бывает такое, что вот если у тебя есть запрос во Вселенную, тебе, знаешь, так подсветили, и ты что-то так посмотрела, думаешь, ну да, вот это прям, в общем, да, пазлики расставляет на правильные места, поэтому я считаю, что на самом деле в этом есть необходимость, потому что уж если мы тревожимся, что-то не понимаем, то мы туда тратим большое количество энергии, а вы же понимаете, что я учу вас, да, жить все же в энергосберегающем режиме, не постоянно, конечно, но даже если мы постоянно о чем-то думаем, но при этом не получаем обратной связи, то есть мы себя очень много накручиваем, тратим фиговую тучу энергии, а она нас, она не остается, понимаете, для нас, да, и нам крайне сложно выстроить нормальные здоровые отношения, потому что вот на любовь, на чувство любви, на самом деле тоже нужна энергия, а мы не в ресурсе, не в моменте, там, знаете, когда не дошли к реке и прочее, поэтому, в принципе, такие расклады, они тоже вот оптимальные. Вчера тоже с одним из коллег своих по YouTube, да, общалась, говорю, какие у тебя темы вообще очень актуальны? Он говорит, 4 короля, 4 дамы. Понятно. Короче, все хотят эмоционально-чувственные сферы. Что касается саморазвития, это да, но мы больше к этому приходим, когда мы готовы выйти из состояния драмы, а когда у нас действительно сильная потребность в том, чтобы понимать вообще, что же там человек думает, что он надумал, да, чему мы не готовы, логично, что мы смотрим подобные расклады. Ну что, выбирайте камень-проводник, я надеюсь, что стану вашим очень крутым проводником. Для кого-то в хронике Акаши, для кого-то кто-то по-другому воспринимает эту, да, информацию, откуда что я считываю. Вот, что такое про себя не слышу, знаете, издержки производства. Однако давайте смотреть уже. Первый камень зеленый, второй оранжевый и третий синего цвета. Я напоминаю, что большое количество очень крутых внутренних активностей ждут вас по подписке на канал Нейроведьма Лайв, потому что у нас там есть долгоиграющие проекты, которые больше, наверное, даже самовывоз с элементами там и психологии, и магии, и геймификации, такие как проживание арканов. Или, например, первый в русскоязычном сегменте именно образовательный проект по традиционному колдовству. Никто ничего подобного не дает, потому что, как правило, если дают информацию, то она с пафосом, что вот я такая ведьма в 5-м поколении, значит, я вам расскажу, почему работает именно у меня, а у вас как бы не факт, знаете, я не про это. Я, наверное, больше та книга, которую вы можете прочитать, и при этом, если вы что-то практикуете, я как бы направлю непосредственно из своей картины мира, потому что, многие вещи, которые, конечно же, я сильно не могу афишировать, я правда практикую, и я к этому пришла тоже, знаете, как второе изначальное состояние драмы, а потом, соответственно, поняла, что это стало частью моей жизни, той энергии, которая реально помогает вывозить, понимать мне, да, что-то, как взаимодействует окружающий мир, да, дает мне на самом деле силы, дает мне возможность хорошо выглядеть и проявляться в материальном мире, да, то есть транслировать ту энергию, которая есть внутри, научить вас, и как-то мне очень нравятся, в общем, вот эти все очень красивые женские вайбы, которые мы с вами можем создавать, да, если мы все-таки обращаемся к себе, да, и центрируемся на себе. Это не означает, что из нашей жизни уходит мужчина, и этот расклад тому подтверждение, потому что я в любом случае буду смотреть мысли, а это значит, что вы человека чем-то зацепили. То есть как бы это же не про то, что мы искореняем, да, из своей жизни всех и становимся центром. Нет, мы становимся центром просто, чтобы прийти и понять себя. А когда ты пришел к себе и понял себя, то, соответственно, те персонажи, которые в твоей жизни проявляются, они более или менее уже как-то вот тебе соответствуют, и туда уже можно обращать внимание, да, с целью построения либо хороших, красивых, гармоничных отношений, либо там, допустим, понимать, что это откат тебе от предыдущей жизни, да. Предыдущей жизни, это в кавычках, потому что я имею в виду, может, были какие-то абьюзивные отношения, может быть, вы соприкасались с травмами,
И, соответственно, когда травмочка у нас пролеченная, вот, и, значит, нам могут подсвечивать таких персонажей, да, но чтобы мы уже сами делали выбор, мы туда идем или мы туда не идем, да. Ну, короче, очень много всяких механизмов, нюансов, да, и, как это сказать, вероятности, да, нахождения в матрице. И вот мы немножко сейчас погрузимся в ваши истории и посмотрим мысли относительно вас. Так, ну что, зеленый, коричневый и синий. В инфобоксе время начала вашего видео. Ну что, единички, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Есть ощущение, что кто-то хочет перекрыть каналы связи, может быть, или общение, или, опять же, непонимание происходящего. Потому что явно кто-то выпустил дракона. Кто-то выпустил дракона. Наверное, вы, может быть, сам вот человек злится, да, и что-то не понимает. Почему я так говорю? Потому что двойка мечей на дне колоды, и ошибочно полагать, что это карта абсолютного бездействия, потому что двойка мечей, знаете, она уже происходит после туза мечей. А мы уже победили дракона, мы его сожрали, или стали его частью, или там преисполнились тем, что мы, значит, испили драконьей крови. Но это, опять же, все отсылка к мифологическая история, которую я раскрываю в проживании арканов. Вы там дойдете до мечей и поймете. Вот кто у меня, собственно, уже прожил мечи, понимает, да, что такое двойка мечей. Что такое двойка мечей? То есть, с одной стороны, конечно, смотрите, у нас и голова закрыта, и сердце, да, то нам нужно остановиться и подумать. И здесь я хочу сказать, что либо вы много думаете, либо партнер много думает. Однако давайте посмотрим. У меня ощущение, знаете, какого-то еще непонимания между вами есть, морок какой-то, знаете, или как будто ситуацию прояснить не можете. Или думаете так, а оно на самом деле иначе. Давайте, что за персонаж вообще, да, что за женщина вы? Хорошо, но по большей части я же читаю для девочек. Я что-то уже прям, знаете, немножко напрягаюсь, когда говорю, что мальчики нужно переворачивать, потому что все-таки я понимаю, что больше женской энергии идет. Кстати, удивительно прорисована колода, или у меня выстроен свет, потому что вот здесь вот как раз в центре сами эти двери, да, они светлее, чем по краям. Прям у меня они светятся. Да, они у меня светятся. Таро пути сознания называется колода. Вот. Если кто-то пропустил, потому что я уже на этой колоде снимала на расклады, она немножко 18+, но не сильно. Понятно, что не Монара, я чуть-чуть, значит, им прикрываю красивые нежные части тела. Но, как правило, это связано там с изображением мира или еще каких-то карт, да, которые как бы предполагают, да, некую уязвимость и обнаженность, поэтому персонажи, да, часто изображают обнаженными, как уязвимыми, чистыми, открытыми, а не то, что вы подумали. Давайте ваш персонаж. Ну, посмотрите, какая говорящая карта, да? Посмотрите, какой вяли розы, увяли жезлы, короче, что-то у него увяло. И вот он, значит, сидит, грустно плачет, скупая слеза, значит, с моста падает в реку, да, и бурные, значит, потоки чувств и эмоций, они остаются где-то внутри. Ощущение сожаления, разочарования, драмы, да, такое «я вас любил, чего же боли». Вот это все. Больно ему, больно сердечно. Может быть, ощущение расстояния, ощущение потери, ощущение расставания. Может быть, человек просто в каких-то депрессивных эпизодах находится. Сейчас посмотрю, вот ваш страдалец, это вот о чем еще, да? 5 кубков, 6 пентаклей. Ну вот, знаете, вот он правда может чувствовать себя как нищий на паперти, потому что у него недостаток, да, недостаток либо финансовых ресурсов, либо эмоциональных, которые, как мы понимаем, не менее важны, да. Вот, скорее всего, он себя-то и чувствует, он бы хотел бы чувствовать себя вот этими, как это сказать, old money, да, персонажами, этими джентльменами. Вот. Ну, обратите внимание еще по 6 пентаклей, что вор должен быть вежливым. И один, значит, у нас персонаж подает деньги, да, по 6 пентаклей. А второй, значит, персонаж вытаскивает эти деньги, да, у этого мецената. И вот тут здесь, наверное, какой-то момент игр эго, потому что, конечно, очень круто, да, вообще изображение сюжета, потому что мы же понимаем, что это уроки на ценность могут быть. Вот здесь вот еще моменты, знаете, что где-то вот эго не справляется, либо его, либо ваша с ситуацией,
И я хочу посмотреть, есть ли тут все-таки какой-то меркантильный интерес и страх вас потерять, потому что вполне возможно, вот из 5 кубков он может как раз являться и вот этим джентльменом, который опустошает чужие карманы, да? Ну, то есть вот, если ты типа не умеешь, как это, не умеешь распоряжаться деньгами, даешь там их нищим, то есть как бы ты в них не нуждаешься, я у тебя их вытащу. Я у тебя их, значит, вытащу. Если эта ситуация не касается как-то вас, а касается лично этого человека, то здесь больше про то, что, были бы у меня ресурсы и возможности, я бы, значит, стал, да, президентом бы, а пока я в свободное время, пока не управляю государством, я, например, там таксую, да, но это просто мем такой, ни в коем случае там не в адрес какой-то профессии, а просто вот. Это я как-то приводила пример, да, о том, что я чувствую себя богатой женщиной в теле бедной. Вот здесь вот ровно такая же история, потому что человеку, может быть, правда кажется, что он из высшего сословия, вот, но его подменили, понимаете, он родился в бедной семье, должен был типа в богатой родиться, потому что все замашки, может быть, знаете, внешность аристократическая, может, ему правда, вот действительно, ну, ему кажется, что он обделен ресурсом. И как-то здесь пока сильно нет вас, да, здесь просто переживания относительно себя сильные. То есть, ну, мы же мысли смотрим, да, и он пока себя больше жалеет, что вот так вот ему в жизни не повезло, прям упивается своей драмой, может быть, знаете, даже любуется собой, то есть ему грустно, он в депрессии, он, допустим, зарос там, да, не бреется, к примеру, да, и он смотрит на себя и такой, какой я прекрасный в своей драме, да, вот что-то такое вот происходит. Но смотрите, он верит в прекрасное по карте Солнца. Он верит все-таки, да, что зайдет она, звезда пленительного счастья, и на сколькох совласти да, напишет наши имена. Да, все-таки ему действительно хочется исполнять какую-то очень важную роль в жизни. Вот с одной стороны, из грязи в князи человек, но, может быть, он, знаешь, не чурается какого-то негативного опыта, какой-то негативной кармы. Да, такой вот, не знаю, может, Робин Гуд наоборот. Хорошо, вы давайте, вот кто вы. Смотрите, как здорово, все-таки карта, да, рассказывает психологический портрет. А вы такая, слушайте, вижу цель, не вижу препятствий. Потому что, обратите внимание, какой интересный рыцарь мечей, да? То есть вы сильно не будете терпеть вот эти все драмы, они вам не интересны, потому что не превращают жизнь в болото, вы продвижение. Вы продвижение. Вот смотрите, у вас очень похожая энергия, это энергия выживания, но только он выживает, знаете, на чувстве жалости, да, что там он такой хороший, ему так сильно не везет, и поэтому будет прикольно, если в окружении будут люди, которые ему помогут, да, раскрыть потенциал и прочее, то вы в состоянии вот выживания, посмотрите, как диаметрально у вас противоположная энергия. Вы стиснули зубы, может, как белка в колесе, я не знаю. Но в рыцаре мечей на самом деле очень много, с одной стороны, конечно, агрессии, и движения опять же, да. Ну ладно, хорошо, мы мечи можем читать с вами как воздух. Вот. И, скорее всего, это лично ваша двойка мечей, которая была в колоде, потому что вы чувствуете какую-то иную энергию, понимаете? Вы чувствуете все-таки вот какое-то вот ментальное движение, вам хочется развития событий все же, да? И явно вы же в рыцаре мечей выросли из пажа мечей, да, из каких-то, допустим, рандомных, да, умозаключений, инсайтов, да, в то, что я четко понимаю, что я делаю. У меня есть четкая стратегия, своя мыслительная деятельности. Есть ощущение, что из-за того, что оно у вас не рыба, не мясо, а что-то такое среднее, вы себе уже надумали, накрутили и, скорее всего, готовы просто уничтожать. То есть ощущение, что я сама хочу либо поссориться, либо поставить себе дочек над «и», потому что вот эта вся болотистая история, она меня тоже затягивает, и я не понимаю, что делать. Я понимаю, что я в этом увязаю, да, ход времени замедляется, я очень сильно боюсь увязнуть в этих зыбучих песках, и, соответственно, я вот просто максимально пытаюсь из этого вырваться, да. Вот я чувствую, что для меня эта энергия, она опасна, она чужда, она вязка, человек может правда реально на дне там, да, или он настолько вот в каком-то хреновом расположении духа, что он от меня очень сильно отжирает, понимаете, энергетически. И подсознательное желание закрыться вам, понимаете, от него. Вот если вы это чувствуете, давайте уж по-честному, что на уровне тела? У вас влечение к этому человеку или какое-то разочарование, отторжение? Есть
скорее всего, пункт номер 2, да, и мы как бы спросим, что же там, собственно, происходит, вот, да. Рыцарь мечей, как бы, и десятка пентаклей, то есть вот ощущение, что, ну, может быть, были какие-то иллюзии относительно этого человека, да, или вдруг вы узнали, что он женат, или, знаете, вы знали, что он женат, короче, да, но он приходил к вам исключительно как к этой, знаете, спасательной жилетке, и в какой-то момент вы сказали: да, Поле хватит, он, короче, из семьи не уйдет, он там ничего, короче, не поменяется, да, и мне нужно просто спасать себя, мне нужно спасать свой потенциал, да, и этот человек, к сожалению, есть ощущение, что он уронил вашу самооценку, потому что по десятке пентаклей, может быть, вы, конечно, что-то от него ждали, а этого не случилось, и вы, скорее всего, сейчас будете просто рушить ожидания, связанные с ним. Хорошо, давайте посмотрим, что сейчас между вами. Что сейчас между вами? Ну, девятка мечей, необходимо действительно либо прояснение ситуации, да, либо понять, как бы, что уже финал, или вот в том виде, в котором сейчас оно все происходит, оно вас сильно не устраивает, да. Вы сейчас больше, знаете, причиняете себе лично боли, да, ушли в личное какое-то состояние драмы своей, и оно нифига не конструктивно. И вы очень, правда, много думаете, много накручиваете. То есть, скорее всего, вы стараетесь прям помнить по большей части какие-то депрессивные эпизоды, связанные с этим персонажем, нежели что-то хорошее. Вы знаете, такая фраза есть, я услышала своего знакомого. Я спрашивала: а зачем ты постоянно там, заходишь на страницу своей бывшей женщины, знаешь, что у нее достаточно давно уже новые отношения? Говорит, ну, я, говорит, захожу, чтобы помнить, как мне вообще повезло, что я, значит, не на месте ее там мужа или что-то такое. Да, то есть посмотрите, как вот настолько прям вывернутая психика, но если тебе все равно что-то заходишь, явно какие-то незакрытые гештальты, явно туда направляется все-таки еще какая-то энергия. Вот, ну, человек просто говорит, для меня это татуировка. Я каждый раз должен себе напоминать вообще, как хорошо, и благодарить там богов там, или женщин своих последующих отношений, да, что, собственно, ему показали другую реальность, а он мог бы там быть и завязан в этом всем. Ну, то есть человек намеренно причиняет себе то ли какую-то боль, то ли он туда смотрит с моментами облегчения, да, что он уже не там. Ну, в общем, представляете, какой все-таки замес может быть, поэтому периодически нужно смотреть вообще, что в головах происходит, потому что для меня это, конечно, был взрыв мозга. Я себе просто не понимаю, не принимаю, чтобы я заходила, да, на страницы бывших партнеров вообще, да, удостовериться, как вот хорошо, что... Я понимаю, ты можешь, ну, это сделать один раз, да, посмотреть, да, допустим, ну, на ком он женился, и ты такая... Боже, темные богини, боги, это как хорошо, что вы есть, да? Или, допустим, в кого он там превратился после брака, это же наша любимая. Да, посмотреть, как такой был герой, да, а вот сейчас на кого-то вообще похож, да? И полые силы, брюшко появилось, и глазки грустные, ты думаешь, боже, вот, что же с тобой стало, героиня моего романа? Ты же не будешь это делать постоянно, да, есть вот люди прям с надрывом туда идут. Ну что, мысли давайте смотреть. Мысли. Ну все пропало. Да, все пропало. Есть ощущение, что он тоже должен выйти из своих иллюзий, да, и понять, что это какой-то судьбоносный момент, что вот башня, и может быть он прям злится и не хочет думать. Сейчас я посмотрю относительно чего башня. Да, что он тоже себе, да, прокручивает какие-то разрушительные моменты. Чем дальше вы, чем холоднее, чем сильнее вы рушите фундамент взаимодействия, который вы построили, да, такое ощущение, что тем больше он как будто вас уважает, что ли. Типа, ах, какая женщина. То есть вот ощущение, что вот если вы действительно жалеете его, да, в его положении, он нифига не растет, понимаете, там нет почвы для роста. А вы, скорее всего, вот это удобряли, эту почву, да, через себя любимую, соответственно, создавая, пытаясь ему зону комфорта или доказывая, что вы лучшая из женщин, потому что по человеку понятно, что он либо нифига не определился, либо такой, знаете, на двух стульях любит сидеть, он еще очень, ну, ему
как, знаете, стрёмно принимать какие-то решения, вдруг он там, как это сказать, прогадает, может, еще что-то, потому что он вообще не в ладах со своим телом, да, не в ладах со своей интуицией, потому что у него голова отдельно, тело отдельно, да, и очень сложно в этом состоянии принимать решения. Вы как-то в этом плане более заземленные все же. Вы как-то больше себя чувствуете, поэтому, скорее всего, вы пытаетесь прояснить ситуацию. Давайте еще мысли относительно вас. Ну, такое ощущение, знаете, что вы там просто дракон, который извергает там клубы дыма, огня там, да, и несет смерть, а он такой смотрит и говорит: вот это моя женщина. А у него такой, знаете, грустный романтичный период влюбленности. Вы его матом кроете, понимаете, а он вам стихи посвящает. Такое ощущение, да, что он любуется издалека вот этим вулканом, потому что вы, видимо, уже в состоянии «с меня хватит». Боится к этому подходить, завороженно, знаете, наблюдает такими глазами пятилетнего ребенка. Да, для него это просто фейерверк, чудо и что-то такое неземное. И он такой: да, давай еще, да. Нет, слушайте, может, он, конечно, немножко про мазохизм внутренний. Ему правда нужно пострадать, и он на себя начинает чувствовать, когда вот тебе там, знаете, да, грубо с ним обращаются. Потому что не всем же вот нужно, да, вот эти все борщи, там, погладить по шерстке, да, некоторых, извините меня, прям пинать надо, да, и он только тогда растет. Вот если ему говорить, как бы, что он недостаточно хорош, каждый раз недостаточно хорош, каждый раз не дотягивает, да, и вот он тогда, конечно, будет об этом все триггериться, плакать, да, вот колоться, но продолжать жрать кактус, да, взаимодействие с вами, потому что я все-таки одной картой-то вытащу. Он такой: ох, моя фурия моя, да? Вот что это такое. Фурия моя. Что интересно, какая пятерка жезлов. Ощущение, что ему как будто нравится выводить вас на эмоции, потому что если уж вы вот так вот эмоционируете его сторону, может, он прям чувствует себя, допустим, нужным сейчас. Да, посмотрите, как у него просыпается все-таки чувство, когда вы проявляете эмоции, даже негативные по отношению к нему. Понимаете? Потому что для него это такая история, типа, yes, вот она такая вся непоколебимая, да, непоколебимая женщина, а я, значит, ее победил. Но это вот какой-то дурацкий момент соревнования. Типа, вот если она так бесится, значит, я не безразличен. Ну, вот таким макаром, понимаете, да, человек осознает, что он важен и нужен, что вы, может быть, нервничаете, да, что вам тоже не просто так. Здесь вот такой вот паж мечей, это, наверное, его внутренние, знаете, мыслительные процессы, сценарии, серии, что а я вот так вот со всеми, типа, женщинами поступаю, мне нужно выводить их на эмоции, только тогда я чувствую, понимаю свою ценность. Да, тогда я понимаю, что я нужен. Видите, 4 пентаклей перевернутая. Господи, какой, конечно, специфичный у нас персонаж. Вы фурия, короче, такая. То есть, чем больше вы его шлепаете, чем больше у него кровавых синяков остается, значит, от вот этого ментального побоища, соответственно, может, вы на тонком плане лупите, да, тем больше, конечно, он прям готов действительно целовать ваши эти лапки, мизинцы. Не, ну, знаете, человек, может, кстати, любит фуд-фетиш, ножки целует, да, потому что, ну, ему это важно, понимаете, ну, есть у него что-то такое, его правда может умилять ваше, такое, знаете, гневное состояние, и, соответственно, чем более вы гневаетесь, тем больше он хочет заслужить вашу милость. Это, видимо, с мамой связано, но, знаете, сейчас на Ютубе огромное количество информации от тех мальчиков и девочек, ну, дай бог, которые с психологическим образованием, ну, постоянно же вот эта тема муссируется, мамы, папы, там, и это все, да, вот. Ну, как бы, если она выплывает, ну, мне кажется, что это проработал на психотерапии, все-таки ты же не можешь бесконечно триггериться родителей, и поэтому не выстраивать нормальные отношения. А тут у нас, понимаете, как слепых котят каждый раз окунаешь, что если мы не можем построить взаимоотношения, да, иди прорабатывай маму и папу. Просто вот реально из-за всех утюгов и щелей. Я вот не хочу сейчас как бы тут лезть, потому что еще причины могут быть, помимо больных отношений с родителями, потому что можно починить отношения с родителями, но при этом как-то все
все равно, да, не идти во взаимодействие с миром, не создавать себе нормальные отношения, поэтому сильно как-то не надо, как пятилетние дети, как это сказать, верить абсолютно всему, что говорят на общих раскладах, потому что это только просто вот кусочек попадания в матрицу. А если вы не чувствуете свое, значит, тело, интуицию и прочее, то вы можете попадать в чужие матрицы. Не забывайте об этом. И натягивайте одеялко. Ну, не на себя, да, а на сову. А сова потом натягивается на глобус. Поэтому на себя одеялко, да, сову не трогайте. Ну, вот такая позиция. Ну, при этом, да, вы, правда, можете отлавливать, что это ваша история. Вы знаете, вот если я такое подсознательно смотрю вот через себя, я бы немножко, конечно, раздражалась, потому что вот этот момент... Помните, как императрица в Монарах, где мужчина у ног? Мне прям как-то не по себе. Ну, кому-то нравится, да, кому-то нравится. Так, окей, двоечка, ну что, я вас приветствую, давайте смотреть происходящее с вами. Давайте ваш персонаж, звезда пленительного счастья. Это вы. А это вы. Ладно, давайте смотреть, кто там перед нами, чтобы вы понимали, ваша матрица, не ваша. Да? Нео. Давайте. Кто здесь у нас? Либо человек, любящий праздник, да, либо, смотрите, здесь какая-то вот ситуация очень интересная. Вот с одной стороны ничего не предвещает, ну нормальная 4 жезлов, но у меня вот что-то такое, что прям завалило. Есть такое, да, вот они жезлы перекрещены, понятно, что это лестница, но меня смущает черный дым, потому что, в принципе, вот с точки зрения психологии, если у нас отображался бы как бы белый дым, вот, я бы там просто посчитала бы, да, ну что это, да, дым, это семейственная какая-то история, это дом, очаг, прочее, но он какой-то черный, знаете, мне прям, вот есть некое ощущение, тревожности. Ощущение тревожности я бы на самом деле почитала, что, может быть, человек, конечно, в семье, да, но его завалило, и он не вывозит вот эти сложности взаимоотношений, знаете, или он что-то пообещал и при этом не может выполнить. Потому что вот 4 жезлов. Здесь, например, это, смотрите, свекровь и жена, да, может быть. Но свекровь, имею в виду, или что? И как она там называется? Короче, мать жены, к примеру. Теща, простите, да, это свекровь, другое. Там теща и жена, что такое, да? Или, допустим, живет там, короче, с матерью, да, там помогает сестре, там младше, что-то еще, да. То есть, смотрите, у него есть определенные обязательства перед женщинами. Ну, так я могу почитать, потому что хочется мне дословно читать картинку, и, может быть, так и есть, да. То есть, смотрите, какие-то обязательства он вообще прям не вывозит. А его, знаешь, так воспитали вообще, что мужчина сильный, женщина слабая. Да, 4 жезлов. Опять же, есть ощущение, я, конечно, не буду говорить, треугольник или нет, я сейчас вытащу одну карту, но у меня ощущение присутствия 2 женщин важных в его жизни. Вот, и, скорее всего, либо обе эти женщины на расстоянии, да, либо такое ощущение, что, каждая, получается, как тянет одеяло на себя. Бывает такое, например, что у него там есть жена, к примеру, да, и его там родная мать, и мать его тянет на свою сторону, короче, дружит против жены, жена там типа на свою, может, бывшая какая-то женщина. Но вот смотрите, у него есть какие-то здесь обязательства перед ними. Мне так нравится здесь карта звезды, да, смотрите, черное и белое, молоко и нефть условно. И он вот мечется, да, на каком-то выборе. Вполне может быть, знаете, что он есть, например, жена, да, есть любовница, да. Кто-то на расстоянии, естественно.
Колесница. Звезда, колесница, 4 жезлов. У человека действительно могут быть, смотри, там семьи в разных странах или женщины в разных городах. И он, знаешь ли, сильно-то не афиширует там свою жизнь. Он такой, смотри, вот ему кажется, что он все очень круто скрывает, и он классно все придумал. Но очень боится, что все эти аферы, они могут как бы вот выползти наружу. Там карта шамана перевернута, это же карта мага, да, и верховная жрица. То есть ему кажется, что он очень хитро сделанный, и он все очень круто придумал. Он такой, знаешь, как это сказать, максимально вот себя прям обезопасил, да. Может быть, у него, правда, знаешь, несколько семей в разных городах и взаимоотношения. И ты, скорее всего, одна из этих женщин, да, по второму варианту. Еще одну карту сейчас вытащу сюда, уточнение. Давай так, он официально женат? Паш мечей. Ты знаешь, я, кстати, не уверена насчет официального, но, кстати, у него может быть как будто одновременно либо какие-то гражданские браки, либо еще что-то. Могу ли я мужчину с мусульманской кровью рассматривать здесь? Да вполне. Знаете, что такое может быть, что там жена на родине, а он уехал там куда-то работать и снова подженился, к примеру, да, или девушка там на родине, там визу рабочую получил, и вот, значит, там подженился. И все, знаете, никак определиться не может. И все никак не может определиться. Он очень мутный, очень скрытный, мне хочется на него одну карту, вторую, третью вытаскивать, потому что мне хочется добраться до ядра, а он не дает это делать. Он прям очень сильно уходит в состояние сопротивления, не надо, говорит, меня здесь читать. Да, такой вот у нас товарищ. Товарищ такой, хитрый очень. Давайте так, а вот какая-то опасность, какой-то подвох от вас, от него исходит, это потоковое чтение, я не спрашивала в предыдущем варианте, есть ли какая-то опасность для вас? Сила. Король кубков. Тут, наверное, про то, что вы можете повестись на него, как велись большое количество женщин, да, смотрите, он правда может обладать либо какой-то очень интересной энергетикой, привлекательной, да, что вы действительно можете как-то сидеть, да, в первом ряду, аплодировать его актерской игре, да, и бросать лифчик на сцену, прекрасно понимая, что он затеряется еще в десятке других бра. У кого с пушапом, да, у кого естественные кружавчики. Все женщины разные. Вот. Потому что все-таки сказать, что он однолюб, честно говоря, сильно под вопросом. По крайней мере, демонстрирует, что нет, да, что он свободный. Но не то, что ничей это ему больно будет по эго, если скажет ничей. То он такой всех и сам для себя такой, понимаешь? Какие карты красивые. А ты, давай так, тебя смотрим. А ты решила, что у тебя с ними семья, или ты сама замужем, да? 10 пентаклей. И шут. Смотри, ощущение, что ты решила, поиграть с этим человеком по своим правилам, да, придумать их на ходу, скорее всего, то есть создать для него какую-то прикольную зону комфорта. К примеру, смотри, вот он приехал в командировку, ты так, примерно понимаешь, чего ему не хватает, да, секса и борщей. Ты такая, если я ему дам это все, то он со мной останется, потому что, я же живая рядом, а там непонятно, что, значит, у него может происходить. То есть мы что делаем? Мы его переманиваем, мы его пытаемся переманить, потому что у нас подсознательная конкуренция с женщинами, даже если он сильно их не афиширует, но женщина всегда, знаете, чувствует присутствие, да, некого соперничества, и мы, значит, пытаемся устроить ему новую жизнь, да, такое ощущение, что он как будто попадает, я не знаю, в усадьбу Деда Мороза, там все его желания исполняются, вы такая, знаете, прям волшебница, прям крестная фея. Вы так всячески его удержать пытаетесь или что? Да, смотри, прям выбери меня, потому что вот по правосудию. Посмотри, я же тебе даю все, что ты хочешь, да, что ты тут
менжуешься еще. И здесь вот такой вот, момент, что как будто вы сами с ним заключаете контракт, определенную договоренность, вот с ним, а он как бы не в курсе, что он вам что-то должен, да? А он не в курсе, что он вам что-то должен. А вы с него уже хотите спросить должок. Должок-то есть. Должок есть, и вполне возможно, что мы даже можем смотреть на бывшего мужа, там, допустим, дети, да, этот момент, допустим, с алиментами связаны, либо еще что-то. Что-то, короче, вы с претензиями по отношению к нему, сейчас еще посмотрю, в какой области у нас претензии упираются. Да, претензии, короче, заключаются в том, что он не женится, или в том, что он женат на другой, а вам, короче, сношает голову. Да, претензии в «я хочу к себе правильного, адекватного отношения». Я хочу к себе правильного, адекватного отношения, а не вот это вот все. Да, охреневший бабкин внук. Так, окей, давайте, а он что в мыслях-то у него? А вы что, а он что, да, как с подружками просекко пьем? А он что он думает относительно вас? Так знаете, такое ощущение, что он сейчас ушел в тень. Он решил понять, что же ему все-таки нужно. Нет, может быть, конечно, ваши молитвы темным богиням услышанные, он типа задумался, да, о душе, что хорош как бы скакать, потому что и жезл-то у нас погнулся, да, и уже, значит, качество этого скакания все-таки не то уже совсем, да, и вот отшельник. И отшельник — это такой вот период, когда можно за собой понаблюдать, я смотрела и слушала, как читают отшельника другие тарологи, мне кажется, что это вот какой-то грузящий вот больше, знаете, чтение такое, что там больше про философию и вот это все. Вот. А может ли человек быть в состоянии отшельника, но при этом у него бурная личная жизнь? Да, может быть, но это просто больше, наверное, серии, когда мужчина уже воспринимает женщин, просто исключительно как вот с точки зрения физиологии, типа все вы одинаковые. Да? Чё отшельник-то? Ушел, короче, куда-то, да? Есть ощущение, что сильно накосячил, да, поджал хвост, пошел думать. Отшельник. Много ли мыслей у отшельника? Да, но они всегда относительно вас, относительно чего у него отшельник, о чем он задумался-то. Да, вот как раз о том, что пора раскаяться, да, что ж я веду себя как вот нехороший человек-то, что ж я так веду себя, да, то есть, может быть, правда ушло либо состояние религиозности, либо просто, скорее всего, запутался в своей жизни так, что ему, правда, нужен либо духовный наставник, либо серии, там, короче, продам бизнес, да, закрою все свои связи с женщинами, которых просто держу на коротком поводке, да, уеду медитировать в горы, например, познавать себя, потому что он прекрасно понимает, что у него зависимость, что он может остановиться не может, да, что, может быть, женщина прекрасной, но жезл зовет, понимаете, вот. И здесь вот он стал задумываться, а может, заболел, вот, может, заболел, потому что, может, правда, что-то он схватил такое, знаете, нехорошее, о чем мне говорят вслух, и вот как-то призадумался, да, что хорошее, значит, у нас всяко разные связи, а то очень дорогое лечение, да. Дьявол, маг, отшельник. Перестройка личности просто глобальная. Перестройка личности. Но, к сожалению, знаете, здесь, наверное, не в сторону духовности, здесь, наоборот, ощущение всемогущества, что он опять, короче, пошел тешить и щекотать свое эго, да, опять он, видимо, круче всех, то есть смотрите, как его сильно штормит, да, как он, это в какую-то темную алхимию, короче, мужик уходит. Так, еще мысли. Понятно, между светом и тьмой, да, вот это все, значит, у нас. Как правило, вот в такой момент и должна происходить какая-то переломная башня, да, чтобы человек осознал смысл жизни. Вот, она пока не происходит, пока все-таки вот это ощущение некого соревнования по пятерке жезлов. Там какая-то тяга еще интересная, у него есть каким-то внутренним соревнованием, внутренние процессы, да. Пятерка жезлов, четверка пентаклей. Он вполне может сейчас задумываться о том, если он не женат, что пора степениться, да, хорош, я уже типа нагулялся, но опять же, я не позволю женщине, допустим, проломить себя под свои условия, вот такое вот, да, то есть какой-то момент сопротивления, потому что, видимо,
не знаю, либо он был в браке, ему не понравилось, либо просто очень сильно боится, что это будет его ограничивать, а он, знаете ли, еще погулять-то хочет. Так, давайте еще мысли относительно вас, потому что, ну вот смотрите, сильно это относительно вас, я-то и как-то и это, да, не сильно вижу. Здесь больше ощущение, что вы по правосудию, справедливости, и к вам вот это вот все отношение поверхностно, оно не прокатит, нельзя к вам пренебрежительно относиться, но посмотрите, в какое он прям сопротивление входит, да, что к вам нужно по-другому относиться. Потому что он, ну, понимает, видимо, что вы либо сильно больше, либо вы требуете от него больше, чем он может дать. Да, он действительно очень боится вашего влияния на себя, потому что рядом с вами, посмотрите, прям чувствует себя вот этим пажом Пентаклей, драной какой-то, смотрите, шкурки, грустный такой, грустный какой-то Пентакль, да, там тачка как бы заросла травой, потому что денег нет на бензин, там, и на хорошее, там, СТО. Может быть, правда, речь, короче, идет о том, что может с бизнесом проблем, может еще что, потому что явно фортуна не на его стороне. Может, он решил сейчас продавать машину, да, потому что деньги нужны. Или там, знаешь, вот когда сильный человек не богат, но при этом есть у него там, ну, наследство квартира или машина, и он прямо этим либо кичится, либо просто вот хватается, знаешь, как за последний капитал. Такой, да? Воображает себя, скорее всего, очень богатым наследником дивана, я про таких говорю, да, богатый наследник продавленного дивана, как бы клопов вообще и подселение, да, квартиру в подселении, ну, что вот такое интересно. Давай, что еще про вас-то думаю? Ну, вот смотри, да. Да, что... Он вас не... Давайте так, вот ненавижу эту фразу, но он вас не потянет. Да, он вас не потянет, потому что ему либо нужно сильно проще, либо пока вот как-то не до этого. И, значит, есть категория женщин, с кем он может прям проявляться там по дьяволу, да, условно, там, женщины, кого можно пригласить там в какой-нибудь быстро кофе, да, с вами нет, а как-то ресурсов больше у него нет, или он просто не желает как-то, да, делиться ресурсами. Вот как вот такой... Говорит, с ней сложно, а ей прям любовь эту доказывать надо. А чем я буду доказывать, если у меня сильно нет ресурсов? Вот такие мысли, понимаете? Вот такие мысли у человека. Вот. Да? Гол как сокол. Что же, хочу веселиться по жизни. Хочу веселиться по жизни, соответственно, да, хочу какой-то свободы, хочу продолжать, соответственно, жизнь эту прожигать. Либо он не дорос до императора, либо не хочет дорасти вообще. Не хочет. Но при этом каждая женщина, понимаете, заливает о том, что он готов этим императором быть. Я же говорю, что вот эта история по 4 жезлов его прям тяготит. Вот такая позиция. Троечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Таро пути сознания дает нам очень развернутые ответы на вопросы. Да, вы увидите какая-то говорящая колода. Я так понимаю, что она станет одной из самых, как это сказать, юзабельных, если можно так сказать, используемых колод, потому что она четкая, рассказывающая истории. Четко рассказывающая историю. Давайте, это ваш персонаж. Ваша персона. Вы. Сейчас будет немножко психологического портрета человека этого. И смотрим мысли. Так. Смотрите, здесь, видимо, есть какая-то цель, которая сложно очень дается человеку, но он все равно пытается ее продавить. С чем связана эта цель? Знаете, но это не всегда прям, что я там ради тебя умру, там, знаешь, ради своей любви, потому что здесь нет. Здесь вот такое ощущение, что человек действительно будет, возможно, отстаивать свои интересы, да, эмоционального характера, да,
он, правда, может уходить в себя, там где-то обижаться, потому что по девятке жезлов, туз кубков, я не могу сказать, что он внятно понимает и осознает, что происходит, потому что он очень зажимает эмоции и вполне возможно сам же еще саму по себе ситуацию упрощает. То есть даже если он накроет чувства, вам крайне сложно будет это понять. Ну, потому что представьте себе ситуацию, да, вот чувство накрывает, вот они как океан, шторм, а у него стоят эти, как они называются, которые волны разбивает. И получается, что эти сильные волны, они до берега не доходят, они уже там накатывают, короче, в 60-70% меньше, чем сама волна, да, когда она идет из открытого моря там и прочее. Как они называются? Волнорезы, молы, да, Да, вот эти вот камни, как бы, которые уходят, соответственно, да, в воду, да, и они режут, получается, вот эту большую мощную волну. Вот, соответственно, да, то есть его накрывает, либо он очень сильно контролирует это все, и вот ушел. Еще вот такой как бы момент, что, может быть, бухнуть хочется, и он прям сдерживается. Да, то есть вот если отпустить контроль, он бы, конечно, прям, да, оторвался. Ну, так типа по чуть-чуть. У меня тетка была по отцу, понятно, что ее уже нет. Уж я уже не знаю, конечно, какую жизнь она вела, потому что сказать, как бы, что я могу желать Царствия Небесного, это просто такой момент, когда мы всем желаем, да, условно. Но она была такая очень интеллигентная, и она вот прям пропускала, короче, за обедом все время по рюмочке. То есть у нее там настойка там какая-то была, какого-то лохматого года. Да, и она такая говорила: нет, это же никакой не алкоголизм, это вот просто интеллигентно. Вот. Ну, все прекрасно понимали, да, но она просто вела очень такой богемный образ жизни. Ну, так еще интересно было, что вот они все сестры, все абсолютно разные. Мне так интересно, со стороны отца, получается, тетки, да, и со стороны, короче, матери тоже тетки. Много женщин такие диаметрально разные. Ну и вот, и она такая, по чуть-чуть, там, по рюмочке. Вот. И здесь вот такая ситуация, что тоже посмотреть прям по рюмочке, да, либо это действительно касается алкашки, либо касается прям выражения эмоций, да, потому что если отпустить контроль, там, конечно, видимо, его понесет там, да, может, голый будет на барной стойке танцевать, мы уж не знаем, но он вынужден сильно сдерживать эмоции, да, может быть, по жизни, может быть, по отношению к вам, да, но при этом вот все-таки такое ощущение, смотрите, опять же, по девятке жезлов там есть вот какая-то четко поставленная цель, он делает это не просто так, потому что так надо, я должен сдерживать себя, должен быть сдержанным, вот, я должен быть сдержанным в проявлении чувства и эмоций, да, такой, посмотри, рыцарь кубков. Прям показывать свою интеллигентность, сдержанность, вежливость, отстраненность, потому что это роль, понимаете, такая, да. То есть если это общение по переписке, вы, правда, можете показывать, знаете, вы можете показывать к нему интерес вот по той причине, что он как-то очень интересно общается, да, выказывать, вернее, интерес, да, но он скрывает, значит, эту гориллу, которая, правда, была прям готова на вас наброситься, прям совсем, да, растерзать в своих объятиях животных, потому что он очень сильно сдерживает животные именно инстинкты. Посмотрите, как показывает, да, как хочет быть хорошим. Мне так сразу тени достать хочется, знаете, а чего ты там скрываешь-то? Ладно, а вы? Потому что он прям все таким правильным, таким хорошим, таким грамотным, таким прям из какой-то интеллигентной семьи показывает, что-то такое прям вам демонстрирует, да, какую-то такую идеальную картинку, прям как вот из фильма, да. Хорошо. Вы, скорее всего, где-то ему не доверяете по пятерке мечей, думаете, что-то ты мне тут гладко стелишь, да жестко спать. Потому что вы вот эту сладкую картинку, вот эту зефирку, вот эту конфетку, да, с непонятной начинкой, вы немножко в штуки воспринимаете, по пятерке мечей. Да, то есть, может, вы его подкалываете относительно это все, может, вы чувствуете, что он что-то скрывает от вас, поэтому пятерка мечей. И четверка жезлов. Вполне может быть, да, что если просто он к вам подкатывает серия «Я свободный, я ничей», вы можете опять же подозревать, что он женат, но при этом он скрывает это все. А вы типа, знаете, как женщина, да я чувствую, да я же чувствую, что там возможно, кто-то есть.
И, например, смотрите, вы с этим человеком были знакомы, у вас такая яркая там искра, буря, безумие, и вы через какое-то время встречаетесь и понимаете, что он ведет себя по отношению к вам достаточно сдержанно, и вы такая, так, 100% баба там появилась, вот 100%, да, потому что, собственно, вот этой страсти сумасшедшей больше нет, а такое бывает, когда мужчина уже эту страсть как бы выпустил, вот такой нюанс. Кстати, вы же тоже можете быть не свободны. Сейчас посмотрю. Ну, давайте я тогда раскрою, опять же, его личную жизнь и вашу. Его личную жизнь и вашу. Но бывает еще такое, смотрите, поскольку расклад общий, что вы либо находитесь в болезненных отношениях, либо все-таки пока еще вот не вышли, и вы там немножко подзастряли, да, и кажется, что мир пока дает вам не очень хорошие варианты, потом вы во всех можете видеть подвох, да. Хорошо, что у него в личной жизни? Ну вот, все-таки, да, десятка пентаклей, да, есть у него его личная жизнь. Ну, да, он, знаешь, может просто говорить о том, что, да, вот даже если, да, допустим, он говорит, жена, да, я с женой, типа, 10 лет уже не живу, да, она, типа, в другой стране, там, да. Нет, он женат, абсолютно, смотри, прям бесповоротно, честно, там, штамп в паспорте, все должно присутствовать. Явно это как бы не гражданский брак, что он у него еще там в семейной жизни его. Ну понятно, классика, типа все плохо, все плохо, все плохо. Ну, а еще смотри, еще такое ощущение, что он либо недоразведен, да, либо у него, опять же, какой-то незакрытый гештальт в отношениях. Так, страшно, суд, шестерка мечей, либо его выгоняет, знаешь, он там одной ногой, да, либо он там что-то вот не может сложить с этой своей женщиной, и, соответственно, он вроде как отправляется на поиски нового. А вы, скорее всего, чувствуете, что у него какой-то незакрытый гештальт, да, что он ищет, скорее всего, какой-то пластырь, да, чтобы залечить свои раны душевные. Может, он, конечно, что-то там пытался, да, ну, типа, вот с меня хватит. Может, его, знаешь, жена там ему сказала, слышишь, все, давай, как бы, ну, хватит. Вот прям ощущение, что накипело между ребятами что-то. Так, ладно. Знаешь, что? С точки зрения высшей силы, что между вами? Я не могу понять связь. То есть, короче, девочки, вы опять его нафантазировали себе. То есть он опять является воплощением ваших фантазий, королева кубков. Типа я такого и хотела, но кое-какие нюансы не учла, да, вселенная, да, джин, давай ты уже перевыполнишь немножко мои желания, а то я сама тут немножко накосячила, да. Королева кубков, но опять же, если он женат, может у вас статус любовницы, сейчас посмотрю, да. Да, девочки, короче, вы не дофантазировали и ушли в состояние ограничений, потому что если бы вы тут что-то себе насоздавали вот такого же, только не женатого, то у нас не пятерка бы пентаклей вышла. То есть мы опять как бы создаем себе взаимоотношения с человеком, который сложно реализуемый, да, сложно реализуемый, где не сильно есть энергия на реализацию. Знаете, так, одной карты, как он вас видит вообще? Потому что я хочу понять, в качестве кого он вас видит сейчас для себя. Это какая-то тайная связь, да, ну понятно, что он женат, да, верховная жрица, двойка пентаклей, да, просто вот какая-то тайная связь, какой-то интерес. А человек на самом деле, вот вы, да, которому, опять же, можно присесть на уши, потому что 100% нужно сбалансировать какую-то ситуацию в семье. Верховная жрица, двойка пентаклей, дьявол. Ему как будто нужно сбежать на сторону, получить там ощущение удовлетворения, что он весь такой классный красавчик, а потом он типа возвращается опять же, да. Ну и тогда у него есть возможность продолжать взаимоотношения в семье, потому что он уже на стороне, да, получил ощущение того, что он востребован. Ну, например, вот, короче, вот такая ситуация сложная, потому что вот здесь точно два стула. Точно два стула. Какое-то притяжение к вам есть, прям какой-то интерес, да? Интерес же есть по отношению к вам. Туз пентаклей. Знаешь, так,
всегда хотел такую какая-то женщина, но типа я не знаю, как именно с такой женщиной выстраивать отношения. Вот что-то такое, смотри, прям это какой-то ценный приз, скорее всего, да? Ценный приз, но связь тайная. Какой-то, знаешь, момент внутреннего самоутверждения, что такие женщины, как вы, вот обращают на нее внимание. А у него что с самооценкой-то вообще? Что с самооценкой? Давно не получала восхищения. Это, знаете, когда говорят за каждым успешным мужиком, да, всегда есть женщина, которая говорит, что нифига ты не успешный. Да и вообще, да, иди мусор вынеси. Или с собакой погуляй. Так, и тут как бы, ну, со стороны очень прикольно, да, вот это вот, как знаешь, как дыхание свежего ветра, когда на тебя смотрят вот этими круглыми глазами. В принципе, если вы понимаете его потребность, здесь можно прям его на себя подсадить вот этим вот восхищением, которое, в принципе, ему не дают другие. Да? Ну ладно, давайте мысли относительно вас. Потому что ощущение, что вы прям считали, да, потому что здесь прям как сканирование идет с вашей стороны. Вот вы же почему-то по пятерке мечей, типа, что ну я же поняла, что ты мне что-то не договариваешь, да, что ты мне рассказываешь одну историю, а по факту знаю другую. Я не знаю, может быть, вы просто справкой навели, знаете, как девочка после 30 ходит на свидание, да, она пробила вообще по номеру машины, на кого зарегистрирована, посмотрела, есть ли на нем алименты, да, там, зашла там, допустим, на какие-то сайты типа госуслуги, короче, пробить, нет ли у него там долгов, вот, там, ну, вот эта вся история. Явно, короче, вы что-то про него могли либо нарыть, либо просто ждете, когда же он сам признается, а вы, например, уже нашли в инсте там страничку его жены, где он там счастлив, у него 5 детей, к примеру, да, вам, значит, там рассказывает, как он старый солдат, не знает слов любви, да, и никогда женат не был. Ну, что-то какая-то история, да, и вам интересно, когда же закончится спектакль, по сути. Но есть ощущение, что с человеком интересно общаться. Я же говорю, по чашковой королеве вы как будто вот образ такой создали, но не досоздавали. Такой, знаешь, немножко волшебник-самоучка. Потому что ого-го я хотела, и вот в масштабы вроде пошла, но сама себя схлопнула из-за недоверия к миру. И поэтому вот 100% создала рядом с собой в окружении вот этого женатого, да, персонажа или полуженатого, короче, знаешь, вот такое что-то. Скорее всего, опять же, на отработку своих травм и серии выбирают, не выбирают, в приоритете, не в приоритете, ну вот это все, да. Потом расскажу, что с этим делать, и вы удивитесь. Там просто есть один ключевой момент, который просто очень круто вас переключает на себя. Ладно, давайте мысли относительно вас. Ой, что-то новое, интересное, возможно, это какая-то детская энергия по шуту, может быть, это достаточно какое-то легкое общение, которое, может быть, вы сами не переводите в какой-то прям, знаете, формат страсти. Да, да, какая-то детская, свежая энергия, потому что явно вы выказываете интерес, ну, как будто вот вам действительно интересно, что он там рассказывает, какие-то сказки, что-то про себя, там пытается понравиться, да, ну вот, это вот когда, ну, там, допустим, вот мальчик, да, девочка пытается понравиться, он прям рассказывает, как он и так могу, и так могу, и такое, короче, герой там, да, и на медведя с голыми руками, там, и пьяная бравада, и все что угодно может быть, да, там, такой сказочник. Вот. А вы так просто вот смотрите прям вот такими, да, большими глазами, типа, да, рассказывай, какой ты классный, какой ты крутой, да, погладила такая по-шорски, он такой, знаешь, это, крылья, короче, расправил. Ему действительно интересно, ему интересно, потому что, видимо, он либо какого-то слушателя встретил как бы в вашем лице, опять же, да, либо вот есть какое-то созвучие, да, между вами. Но он просто не понимает, насколько вы хитры, потому что по пятерке мечей вы же чувствуете этот подвох, да, то есть из серии, что мальчик, да, там, где ты учился, я преподавала, да? Что еще про вас думает? Боже, как нравится. Вы знаете, как нравится? Нравится, что, скорее всего, вы его одобряете, понимаете? Вы можете вестись на лентей его авантюры, да? То есть ощущение, что ну, не буду, конечно, говорить грубо, что вы, типа, не говорите ему стоп-слова, да, а он хочет с вами дальше, его увлекает, да, то есть ощущение, что он немножко как бы открыл эту дверь, и офигеть, она открывается, и он такой, так, ну я еще больше хочу ее открыть, да. Смотрите, 8 жезлов, карта солнца. Пока ему нравится, да, может быть, вы ему какой-то новый мир показываете, или как-то нестандартно с ним общаетесь, что еще про вас думает в голове.
тоже не совсем вам доверяет, тоже, видимо, чувствует, вот, да, 5 мечей. Но опять же, да, как это сказать, не такая она простая, которая хочет казаться, да, не такая простая, которая хочет казаться, потому что здесь он тоже пытается сканировать пространство, потому что ощущение, что как будто вы его условно заставляете делать то, что он делает. Ему-то кажется, что он руководит ситуацией, да? Ощущение, что вы как будто знаете, как им управлять. И он такой: может, вы ему льстите много? Сейчас еще посмотрю. А что про вас думает, вот как про женщину? Потому что энергия очень интересна. Что думает, как про... Ну, понятно, да, что? Она достаточно закрыта, да. Это не про то, что действительно там можно скинуть себе какой-то дикпик, там в ответ получить какое-то еще там фото обнаженной там частей тела. Нет. По правосудию это нет. Тут вот как-то, да, нужно постараться. И что он думает по этому поводу? Паш Пентаклей, Рыцарь мечей. Ты знаешь, он будет пытаться это сделать прям минимальными усилиями какими-то, да? Потому что он не привык так. Он привык очень быстро получать желаемое, потому что вот эта его стратегия быть вот этим, вот знаешь, там вежливым и, видимо, отличаться от большого количества быдланов, да, в окружении женщины. И, ну, он прекрасно понимает, что он считывается как какой-то, знаешь, charming, да, какой-то принц заморской такой планеты, да, весь такой идеальный. И на самом деле он не привык вкладываться, чтобы получить желаемое. С вами, короче, не всегда так прям не получится вообще. И он это все осознает. Но Паш Пентаклей, он же не всегда про деньги. Здесь могут быть деньги. Но как бы вопрос просто в том, что я прям на минимальных усилиях привык получать, а с вами-то нет. А ему же придется что-то делать здесь, да, по 3 Пентаклей. Да, к ней вот так вот не подойти. Он об этом думает. Сейчас я посмотрю, напрягает или нет. Это будет, наверное, последняя карта. Да, потому что здесь, конечно, интересное развитие событий. Потому что я, знаете, тут сижу прямо в первом... Не, наверное, в первом это очень близко рассматривать, да, ваши да, личности. Ну, в ряду, наверное, в 3-5. Вот, я, значит, здесь с каким-нибудь винишком перелитым, там, не знаю, в бокал, там, стакан от колы, сижу, значит, в зрительном зале, заедаю все это каким-то карамельным попкорном и смотрю вообще, как все развернется. Я даже не могу понять, кто мне больше импонирует в этой всей истории, потому что вы друг друга стоите, что он, что вы. Вы прям реально друг друга стоите. Встретились Лиса Алиса и кот Базилио. Идеальные подельники. Все, поняла. Ощущение, что вы реально идеальные подельники, или оба, знаешь, как идеальные мошенники, да, то есть люди, которые, правда, могут надевать маски, потому что они знают, какую маску надеть, чтобы получить профит, в общем, от человека. Вот такое немножко противостояние у нас. И он реально понимает, да, что ваш ум, там, хитрость вашу, боже, король Пентаклей, 2 кубков, еще бы. Такой, идеальная женщина, но нет. Да, 8 мечей. А чё? Потому что у меня, видимо, уже были идеальные женщины, они мне тут детей нарожали. Потому что, да, он такой говорит, вот эта женщина способна увлечь. Мне вот такое не надо, мне такое страшно. Он реально боится, что вы можете его увлечь. 4 Пентаклей, 8 Пентаклей, 5 кубков. Ну, скорее всего, потому что там есть обязательства семейные, а вдруг вы его увлечете, и что ж тогда, да? Жизнь человека порушится из этого всего. А если там дети, бизнес, обязательства, еще там что-то, то вот. Либо, допустим, там что-то выстроено, например, на, чуть не сказала, мощах, да, жены. Ну, простите, я имела в виду, что вот на фундаменте, да, который не совсем его фундамент, допустим, а фундамент, который дает, допустим, родственники его там женщины. И он там, если гулять, короче, то вот это по-тихому, знаете ли, да. Из бизнеса, значит, погулял и обратно вернулся. Да, там он как-то сильно не котируется, как очень крутой мужик, ему нужно сходить на сторону, потом вернуться в семью.
только это дает ему возможность как-то, знаете, дальше продолжать существование, да, и как бы не скатиться в депресс относительно того, что его гнобят и не ценят. Вот такая позиция по третьему варианту. Подписывайтесь на канал, потому что впереди много интересного, в том числе еще разбор ваших взаимоотношений с вашими персонажами. А с вами была я, ваша нейроведьма.